Всем добрый день! В сегодняшнем ролике комплекс упражнений при артрозе коленного и тазобедренного суставов. Данный комплекс рассчитан примерно на 20-30 минут, и мы с вами выполним его сегодня вместе. Комплекс следует выполнять один раз в день, желательно утром после пробуждения. Также данный комплекс вы можете чередовать с другими комплексами при артрозе колена и бедра, которые я вам уже предлагала на своем канале. Также вы их найдете в ссылочке под данным роликом. Сегодняшнее упражнение, как в общем-то и другие мои упражнения при артрозе, предназначены для увеличения, сохранения амплитуды движения суставов, для увеличения циркуляции синовиальной жидкости в суставах, что снижает боль, улучшает состояние сустава, способствует заживлению при артрозе. И также в данном комплексе будут силовые упражнения для поддержания общей мышечной силы в коленном и тазобедренном суставах. Для выполнения данных упражнений вам понадобится только небольшое полотенце, которое мы свернем в небольшой такой валик, и которое нам понадобится в некоторых упражнениях. Перед выполнением упражнений я предлагаю вам разогреть наши суставы вот такими небольшими сгибательными движениями. В коленном суставе выполняем 6-10 повторений на правую и на левую сторону поочередно. И 10. Первое упражнение – это одновременное сгибание коленного и тазобедренного суставов. Каждое упражнение мы будем повторять 6-8 раз. То есть первое упражнение – это одновременное сгибание коленного и тазобедренного суставов против гравитации. 4, 5, 6, 7, 8. И выполняем для левой ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Для следующего упражнения мы берем наше полотенце, скручиваем его вот в такой небольшой валик, кладем между колен и начинаем выполнять упражнение, которое называется упражнение мостик, то есть это подъем таза и зажатие ягодиц. Зажимаем полотенце между колен, поднимаем наш таз, зажимаем ягодицы, держим 3-5 секунд и опускаем. Зажимаем ягодицы и опускаемся. 2. Это упражнение для укрепления ягодичных мышц и отводящих и приводящих мышц нашего бедра. 3. 4. 5. 6. 7. И 8. Следующее упражнение – это упражнение на сгибание и разгибание в коленном суставе. То есть это вот это упражнение. Мы сгибаем, держим несколько секунд и возвращаемся в исходное положение. 2, 3. Пытаемся дотянуться пяткой до ягодицы. 4, 5, 6, 7 и 8. И то же самое упражнение мы выполняем для левой ноги.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, еще один раз, 8. Следующее упражнение – это движения, которые будут совершаться в нашем голеностопном суставе. То есть это будут вот такие движения. Тянем пальцы ноги к себе, тянем пальцы ноги от себя. Да? То есть начинаем. Тянем пальцы ног к себе, отрываем при этом пятки от матраса, держим 3-5 секунд, чувствуем натяжение, растяжение по всей задней поверхности ноги и в обратную сторону тянем пальчики ног от себя, держим 3-5 секунд и снова возвращаемся. 3-5 секунд и снова возвращаемся. 2, 3, 4, 5. Не забывайте сокращать все мышцы вашей ноги. 6. Отрываем пяточки. 7. И последний раз. Тянем со всей силы. И 8. И расслабляем ноги. Следующее упражнение. Упражнение на укрепление наших основных бедренных мышц. Если вам покажется данное упражнение сложным, вы можете выполнять упражнение либо просто зажатие ягодиц в положении лежа, да, то есть просто сжатие ягодиц, либо подъем таза без разгибания в коленном суставе. Итак, упражнение – это подъем таза с разгибанием ноги в коленном суставе. Поднимаем таз, разгибаем ногу в коленном суставе, возвращаемся и опускаемся. Поднимаем таз, разгибаем ногу в коленном суставе, возвращаемся и опускаемся. То есть выполним это упражнение 6-8 раз, получится 3-4 раза на каждую ногу. Итак, поднимаем таз, разгибаем колено, возвращаемся, опускаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующие несколько упражнений будут в положении на боку. Лежа на боку, спина прямая, ноги согнуты в коленях, пальцы ног немного на себя. Упражнение подъем согнутой ноги против гравитации. То есть это вот такое упражнение. Выполняем вместе 6-8 повторений. Поднимаем ногу, следим за тем, что спина прямая. Не заваливайтесь назад. Держим 3-5 секунд и опускаем. 1, 2. То есть это упражнение на укрепление наших боковых мышц бедра, среднеягодичные мышцы, отводящих мышц бедра. 4, 5, 6, 7,
8. Итак, делаем то же самое на правую ногу. Да? Спина прямая, колени согнуты, пальцы ног немного на себя. Подъем согнутой ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И еще один разочек. 8. Следующее упражнение. Упражнение зигзаг на 3 счета. Лежа на боку. Нижняя нога согнута в колени. Нога вторая разогнута. Пальцы ног на себя. То есть упражнение будет вот такое упражнение. На 3 счета мы поднимаемся. При этом делаем зигзаг в воздухе. И на 3 счета мы опускаемся. Это одно повторение. Между каждым повторением мы будем класть ногу на кровать, чтобы она немного отдохнула. Немного приподнимаем ногу и начинаем делать зигзаг. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опускаем ногу. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Опускаем ногу. Это 2 раза. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 повторения. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. 2, 3, 6. Вы можете остановиться. Я сделаю еще несколько повторений. Это у нас 7. И последний раз. 2, 3, 8. Поворачиваемся на другую сторону. Нижняя нога немного согнута в колени. Вторая нога полностью разогнута. Пальцы ноги смотрят немного на нас. И начинаем выполнение упражнения. Соответственно, нижняя нога тем временем отдыхает. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 2, 3. 1, 2, 3. 3. 4. 5. 6. Вы можете остановиться. Я сделаю еще несколько повторений. 6. 7, вернее, и 8. 8. Следующее упражнение. Упражнение снова на спине. Упражнение велосипед мы будем выполнять поочередно. Сначала на правую ногу, затем на левую ногу. Получается, одна нога согнута, вторая нога лежит прямая, носки на себя. Это исходное положение. Начинаем делать велосипед, то есть крутим педаль. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. И делаем то же самое для второй ноги. Исходное положение. Делаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Для последующих упражнений мы переместимся на кухню. Последующие упражнения будут в положении сидя и в положении стоя. Упражнения выполняются в положении сидя. Я надеюсь, вы не забыли ваше небольшое полотенце
скрученное в небольшой валик. Кладем полотенце между колен. Упражнение подъем ног с одновременным зажатием полотенца. Держим 3-5 секунд и опускаем. Итак, 1, 2. Напрягаем наши прямые мышцы бедра. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Следующее упражнение – поочередное поднятие ног в положении сидя. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение я вам покажу вариацию с эластичной лентой, но данное упражнение можно прекрасно выполнять и без эластичной ленты. То есть исходное положение сидя, мы начинаем делать вращательные движения в наших бедренных суставах. То есть вот такое упражнение. 1, 2, 3, спина ровная, 4, 5, 6, 7, 8. Следующее упражнение – упражнение на укрепление прямой мышцы бедра. Это будет упражнение поочередное разгибание в коленном суставе. Мы начинаем. Разгибаем колено, держим 3-5 секунд, напрягаем нашу прямую мышцу бедра, опускаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. То есть, как вы видите, можно выполнять и с эластичной лентой, и без эластичной ленты. Следующие два упражнения. Упражнения в положении стоя. Я выбрала наиболее эффективные, на мой взгляд, и мои одни из самых любимых упражнений в положении стоя. Упражнения направлены на укрепление мышц наших ног. Итак, первое упражнение. Ноги на ширине плеч. Подъем на носочки ног. Держим 3-5 секунд положение и опускаемся. Так, поднимаемся. Держим 3-5 секунд, опускаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И следующее упражнение – это незаменимое упражнение на укрепление наших прямых мышц бедра. Упражнение приседания. Мы будем выполнять сегодня мини-приседание, то есть так называемое половинчатое приседание, так как при артрозе данное упражнение может увеличить боль, поэтому его можно выполнять, но не садитесь полностью, да, то есть это будет упражнение, такое небольшое приседание. Как только вы чувствуете, что ваши прямые мышцы и ягодичные мышцы начинают работать, мы задерживаемся на 3-5 секунд и возвращаемся в исходное положение. Итак, выполняем. Следите, чтобы колени не выходили за уровни больших пальцев. То есть у вас как бы ягодицы отъезжают назад, но вы не заваливаетесь вперед. 2,
3, 4, 5. Это упражнение напоминает, как будто мы хотим сесть на стул, но не садимся. 6, 7 и 8. И также мы вместе с вами сделаем одно упражнение на растяжку задней поверхности ноги. Сидя на крае стула, пятка в упоре на пол, колено полностью разогнуто, тянем пальцы ноги на себя и наклоняемся вперед. Как только вы почувствовали растяжение по задней поверхности ноги, мы задерживаем данное положение на 30 секунд. При этом стараемся полностью расслабить ногу. Я считаю 15, 20 и примерно 30. И то же самое делаем на вторую ногу. Пятка в упоре на пол, сидя на крае стула, колено полностью разогнуто, наклоняемся вперед. Как только мы чувствуем растяжение по задней поверхности ноги, задерживаем положение, стараемся полностью расслабить ногу и остаемся в таком положении 30 секунд. 10, 20, примерно 30. Я надеюсь, что сегодняшний комплекс вам понравится, что вы будете выполнять его, чередуя с моими другими комплексами при артрозе коленного и тазобедренного суставов. Если у вас остались вопросы, конечно же, пишите в комментариях. Прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока!